Здравствуйте, дорогие друзья и случайные гости моего канала. Сегодня мы с вами посетим замок Хюльсхоф. Это третий пункт нашего путешествия по Мюнстерланду. Хюльсхоф – типичный для Мюнстерланда замок, окруженный рвом с водой. По-немецки это называется Wasserburg, то есть водный замок. Замок расположен внутри большого ухоженного сада. Сразу за главным входом нас встречают посадки гортензий, которые еще цвели в сентябре, когда мы посещали этот замок. В мае можно полюбоваться в парке на рододендроны. Парк очень большой, разделен на различные зоны. Каждый год в мае и ноябре в парке проходят фестивали Гартентräume и Winterträume. Садовые мечты и зимние мечты. Я не знаю, было ли в этом году в связи с известными событиями в мире, да, или с известной ситуацией в мире. Скорее всего нет, но кто знает. Замок впервые упоминается в документах еще в XI веке, как Оберхоф под названием Хоф фон Хюльсхоф. В то время он принадлежал женскому монастырю Убервассер в Мюнстере, а с 1417 года по 2012 год замок принадлежал баронам Дорсте zu Хюльсхоф и является родиной и родительским домом немецкой поэтессы, прозаика и композитора Аннет фон Дорсте-Хюльсхоф. В парке установлен бюст поэтессы Аннеты фон Дросте-Хюльсхоф, которая родилась в этом замке в 1797 году в семье баронов, принадлежавших к католической вестфальской знати. Семья была консервативной, но весьма просвещенной, и Аннета получила хорошее образование. В программу обучения входило 7 иностранных языков, математика, история и естествознание. Кроме того, дядя Аннеты, будучи известным композитором, обучил ее основам теории музыки и композиции. В юности Аннета проводила много времени в имении своей бабушки, где познакомилась с друзьями своего дяди Якобом и Вильгельмом Гримм. Под их влиянием она начала собирать народные сказки, вошедшие во второе издание сказок братьев Гримм. В 1838 году Аннета издала дебютный сборник стихотворения. Автор был обозначен инициалами, но это было неблагоприятно встречено родными. Совместно с германским писателем-романистом Шюкингом, в которого она была безответно влюблена, она принимала участие в книге очерков «Живописная и романтическая Вестфалия». Аннета умерла в 1848 году от пневмонии.
Замок Хюльсхоф представляет собой закрытый ренессансный комплекс. На гребне главного замка на крыше находится башенка со штормовым колоколом, с помощью которого можно было бить тревогу. Замок окружен рвом и расположен на двух островах, соединенных мостом. В 17-18 веках комплекс был обновлен, перестроен и расширен в формах барокко с использованием песчаника и кирпичной кладки. В замке расположен музей и кафе. Экскурсия по зданию в настоящее время в связи с эпидемиологической ситуацией невозможно, но в дом можно войти в цифровом виде на месте с помощью очков виртуальной реальности. В 2014 году были проведены масштабные ремонтные работы на сумму около 2,5 миллионов евро, после того, как было обнаружено, что конструкция крыши, датируемая 1417 годом, находится в серьезной опасности обрушения. Что не мудрено для 600-летней крыши. 24 августа 2018 года в замке Хюльсхоф открылся литературный центр. Замок Хюльсхоф – это одна из остановок на маршруте 100 замков. Это велосипедные маршруты, соединяющие замки Мюнстерланда. Мы с вами в нашей прогулке по Мюнстерланду посетим несколько замков из этого маршрута. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю прогулку по замку Хюльсхоф, но наше путешествие по Мюнстерланду еще продолжается. Так что до встречи в следующих видео.